Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такие яблочки крючком. Вязать их очень просто, быстро, интересно. В этом видео мы с вами все подробно разберем ряд за рядом. Схема состоит из 4 рядов. Сейчас я прикреплю ее на экране. Можете ознакомиться с ней, сделать скрин экрана. Недавно мы с вами вязали груши. Мастер-класс, ссылку я оставлю в описании под этим видео. Можете также перейти по ней и связать и такие груши. Но сегодня вяжем яблочки. Размер таких изделий у меня получился 12 сантиметров. Так. Вязала из таких вот пестрых ниточек. Они тоненькие, не очень подходят для вязания салфеток, теряется узор, поэтому буду вязать из них. Делаю в 3 сложения, вяжем. Как раз они получаются такие пестренькие у нас. И цвет подходящий для яблочек. Крючок буду использовать 3,5 мм. Размер, конечно же, получится у каждой мастерицы свой, так как это зависит от выбранных ниток, от плотности вязания, от выбранного крючка. Можно вязать и из тоненькой ниточки. Будут маленькие райские яблочки. Сделать, например, из них накрахмалить, придать им жесткость, сделать сережки или какие-то брелочки, кулончики. Ну, применение таким яблочкам всегда найдется. Я буду делать из них аппликации на прихватки кухонные. Если вам нравится моя работа, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно, это помогает продвижению канала. Спасибо вам большое, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Ну, давайте приступим к работе. Итак, делаем начальную петлю. Так, крючок 3,5. Набираем цепочку из 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в кольцо в начальную петлю при помощи соединительного столбика и вяжем первый ряд. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. И в кольцо хвостик мы сейчас сразу обвяжем. Провязываем 6 столбиков с 2 накидами. Итак, вставляем крючок в колечко. Первый столбик с 2 накидами. Два накида. Сюда же в кольцо второй столбик с 2 накидами. Так, ниточка рассваивается немножечко, тут надо повнимательнее быть. 2 накида, третий столбик. Накиду укладываем плотненько, чтобы столбики были все ровненькие. Третий столбик провязали, 2 накида, четвертый. Пятый столбик с 2 накидами. 2 накида. И 6 столбик. Как вязать ниткой в 3 сложения, также видео у меня есть на канале. Можете перейти по ссылке в описании под этим видео. Я оставлю ссылочку. И посмотреть, как я это делаю. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сюда же в это кольцо провязываем еще 6 столбиков с 2 накидами. Давайте провяжем их и встретимся.
провязали еще 6 столбиков с 2 накидами. Далее 5 воздушных арка. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяем при помощи соединительного столбика. Вот столбики мы сдвинули вправо. Вот в колечко. С соединительной петлей сделали. Первый ряд у нас готов. Хвостик вот этот можно отрезать, чтобы он не отвлекал. Мы его обвязали, он уже никуда от нас не денется. Так. Вяжем второй ряд. В следующую арку из 5 воздушных провязываем 5 столбиков без накида. Укладываем поплотнее, чтобы все они поместились. Второй столбик без накида, третий, четвертый и 5. Обвязываем арку. 5 столбиков сделали. Далее накид. В первый столбик с 2 накидами провязываем полустолбик с накидом. Вытянули рабочую нить, 3 петли на крючке, подхватываем нить и через все петли протягиваем. Это полустолбик с накидом. Далее в следующие 5 столбиков по одному столбику с одним накидом. Первый, в следующий второй столбик с накидом, третий, четвертый и 5 столбик с одним накидом. Подошли к арочке из 3 воздушных и в нее провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый, сюда же в эту арку второй столбик с накидом. Теперь делаем 2 накида и в эту же арку провязываем столбик с 2 накидами. Столбики укладываем поплотнее, также стараемся их ближе к правому уголочку. Так, провязали столбик с 2 накидами. Далее идет арочка из 2 воздушных. 1, 2. И теперь в обратном направлении в эту же арку провязываем столбик с 2 накидами. Далее идут 2 столбика с одним накидом сюда же в арку. Первый столбик, второй и в следующие 5 столбиков по одному столбику с одним накидом. Первый столбик с одним накидом, в следующий столбик второй столбик с одним накидом, третий, в следующий столбик, четвертый и 5. Вяжем симметрично первой стороне. Далее идет полустолбик с накидом. Сделали накид, вставляем крючок в последний, в 6 столбик и протягиваем через 3 петли. Провязали полустолбик и теперь в арку из 5 воздушных также ее обвязываем. Провязываем в нее 5 столбиков без накида. Третий, четвертый и 5. И в начальный столбик, вот в первый столбик без накида, соединяем соединительной петлей. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. Так, 3 воздушные петли, арочка, 1, 2, 3, накид, пропускаем 2 столбика и в следующий провязываем 3 столбика с накидом. Здесь у нас прибавочка. Первый столбик с накидом, сюда же в этот столбик второй столбик с накидом, накид и третий столбик с накидом сюда же. Вот такой веер из 3 столбиков. Накид. Также в следующий столбик без накида провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый,
сюда же второй и третий. Провязали. Далее в следующие 5 столбиков по одному столбику с 2 накидами. Итак, сделали 2 накида, вяжем первый столбик с 2 накидами в следующий столбик, 2 накида в следующий столбик, это второй столбик с 2 накидами, 2 накида в следующий столбик, третий столбик, 2 накида, четвертый, 2 накида, пятый столбик. Вот такой бачок у нас, яблочко спелое. Далее в следующий столбик также провязываем 3 столбика с одним накидом. Здесь у нас веер из 3 столбиков. Первый, сюда же второй столбик с одним накидом. И третий столбик, сюда же в этот столбик прибавочка. Здесь у нас 3 столбика. В следующий столбик также вяжем 3 столбика с одним накидом, чтобы яблочко наше было круглое и каталось по блюдечку с золотой каемочкой. Так, в следующий столбик мы вяжем столбик с 2 накидами. Сделали 2 накида, провязываем столбик с 2 накидами, 2 воздушные петли, так, арочка 1, 2, и сюда же в этот столбик, куда мы провязывали столбик с 2 накидами, вяжем столбик с одним накидом. Формируем, придаем форму яблока. Так, я удлинила ниточку, накид, в следующий столбик полустолбик с накидом, в арку из 2 воздушных провязываем соединительный столбик, накид, в следующий столбик полустолбик с накидом, 3 петли закрыли, накид, в следующий столбик столбик с одним накидом сначала, далее 2 воздушные петли, 2 накида, и сюда же в этот столбик столбик с 2 накидами. Вторую сторону вяжем симметрично от первой стороне. Далее идет веер из 3 столбиков с одним накидом, первый столбик, сюда же в этот столбик второй и третий. В следующий столбик также провязываем 3 столбика с одним накидом, первый, второй и третий. 2 накида, в следующие 5 столбиков по одному столбику с 2 накидами, провязали 5 столбиков. Далее у нас идут 2 веера по 3 столбика с одним накидом в следующие 2 столбика. Первую тройку вяжем, и в следующий столбик вторая тройка, прибавочка, здесь 3 столбика с одним накидом.
Провязали. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и соединяем. Давайте прям в уголочек. Давайте сделаем соединение вот в 5-й столбик обвязки, когда мы последнюю арку обвязывали, вот сюда. Вот 5 столбиков в 5-й столбик. Соединили соединительной петлей. 3-й ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем последний 4-й ряд. В следующую арку из 3 воздушных провязываем 3 столбика без накида. Также обвязываем арку. В следующие 2 столбика по 1 столбику. Первый, и в следующий столбик 2 столбик без накида. Далее у нас идут 6 прибавок. В каждый столбик мы будем провязывать по 2 столбика без накида. Итак, первый столбик, сюда же 2-й. Выполнили 2 столбика без накида, это первая прибавка. В следующий столбик также 2 столбика без накида, 2-я прибавка. В следующий 3-я прибавка. В следующий столбик 4-я. Далее 5-я прибавка, 2 столбика без накида, и 6-я прибавка. Так. Далее у нас в следующие 10 столбиков по 1 столбику. Первый, следующий 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и 10-й. Обвязали. Подошли к арочке из 2 воздушных. И в эту арку провязываем столбик без накида, 1 воздушная петля и еще 2 столбика без накида сюда же в эту арку. В следующий столбик без накида, пропускаем полустолбик, и вот в следующий соединительный столбик также делаем соединительный столбик. Соединили. Все, первую сторону провязали, теперь обвязываем вторую сторону. Пропускаем полустолбик с накидом, в следующий столбик без накида. Подошли к арке, в нее провязываем 2 столбика без накида, 1 воздушная петля и еще 1 столбик без накида сюда же в эту арку. Теперь в следующие 10 столбиков по столбику без накида. 1, в следующий 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее идут 6 прибавок по 2 столбика без накида в каждый столбик. Первая прибавка, следующий столбик 2-я прибавка, следующий 3-я, 4-я, 5-я и 6-я прибавка. В следующие 2 столбика по 1 и в следующий 1 подходим к арочке из 3 воздушных и в нее также провязываем 3 столбика без накида, обвязываем.
Вот что у нас получается. Все аккуратненько, ровненько. И теперь нам нужно сделать листик с черешком вот с таким. Для этого набираем цепочку из 11 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Делаем 3 накида и в шестую петлю вот от яблочка отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 в шестую. Провязываем столбик с 3 накидами. Первый столбик, закрываем попарно. Провязали 3 накида и сюда же в эту петлю делаем второй столбик с 3 накидами, чтобы листик у нас был попышнее. Так. Далее пикой из 3 воздушных делаем 3 воздушные петли на макушечке листика и в третью петлю от крючка 1, 2, 3 соединяем соединительной петлей. Так, снова делаем 3 накида и в эту же петлю провязываем еще 2 столбика с 3 накидами в петлю, куда мы провязывали первые 3 столбика, первые 2 столбика с 3 накидами. Вот в эту же петлю. Так, далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5 и в эту же петлю делаем соединительный столбик. Вот такой пышный листик у нас. И в следующую петлю по цепочке спускаемся, также делаем соединительный столбик. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5 и в третью петлю 1, 2, 3 соединяем соединительной петлей. Это у нас будет черешок. В следующую петельку вниз спускаемся к яблочку и в следующую также соединительные столбики провязываем. Теперь в ту же петлю, куда мы делали последний соединительный столбик вот после листика, также сделаем соединительную петлю и в следующие 1, 2, 3, так, яблочко развернем, 1, 2, 3, так, пока 3 сделаем сейчас соединительных. Ниточка пестрая у нас. Так, второй соединительный, третий и четвертый. Вот цепочку мы эту всю обвязываем соединительными столбиками. Вот такой черешок с листиком. И теперь нам нужно присоединить к самому яблочку этот черешок. Вот давайте сделаем вот куда мы последнюю цепочку вот из 3 воздушных присоединяли, вот в этот же столбик сделаем последний соединительный столбик. Все плотненько так затянули, делаем закрепку, нитку отрезаем, сейчас спрячем хвостик нитки и отутюжим наше яблочко. Вот такое яблочко у нас с вами получилось. Как видите, вязать его легко, быстро, ничего сложного здесь нет, и результат радует.
Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, 7 ровных петелек и до новых встреч!